Сегодня мы разберем феномен, который заставил весь мир говорить о турецких сериалах. Мы начинаем путешествие по всей фильмографии Бурака Озчивита, от его первой роли до сегодняшних дней. Приготовьтесь к интригам, драме и, конечно, настоящей любви на съемочной площадке. Путь к славе начался задолго до первой роли. В 2003 году Бурак Озчивит получил титул «Лучшая модель Турции», а затем завоевал второе место на мировом конкурсе «Лучшая модель мира» в том же году. Именно этот успех открыл ему двери в мир, который он всегда считал своим – мир кино. Переход с подиума на экран – это всегда риск, но для Бурака он оказался стремительным. В 2006 году он дебютировал на телевидении в сериале «-18», где сыграл комиссара Мурата Акинджи. Этот дебютный проект, где он работал с Тугбой Караджа, также бывшей победительницей конкурса красоты, позволил ему сразу войти в мир телевидения. Уже тогда на первых съемках ходили слухи, что Бурак был невероятно дисциплинирован и требователен к себе, что редкость для новичков из модельного бизнеса. Вскоре, в 2007 году, Бурак попробовал себя в нетипичном для него жанре хоррора, снявшись в фильме «Зараженный» в роли Суата. Этот малоизвестный хоррор интересен тем, что показывает актера в жанре мистики и ужасов, но его роль была небольшой. Фильм получил смешанные отзывы, но для Бурака он стал важным шагом, доказавшим, что он готов к жанровым экспериментам. Первую главную роль он получил в сериале «Муж по принуждению» в 2007 году. Здесь Бурак исполнил роль избалованного богача Омера Аспалата, который вынужден жениться ради наследства. Этот проект мгновенно закрепил за Бураком образ красавчика-плейбоя с трудной судьбой, типаж, который турецкая публика очень любит. Сериал стал умеренно успешным и доказал, что Бурак способен нести на себе всю тяжесть главного героя. В 2008 году последовал сериал «Семейный дом», где Бурак сыграл Гювена, одного из братьев, вернувшихся домой после учебы. Этот проект показал, что актер способен на более глубокие драматические семейные роли, хотя и не стал международным хитом. В 2010 году он снялся в мини-сериале «Предательство». Несмотря на то, что этот сериал не получил широкой известности, он стал частью непрерывной работы Бурака, где актер набирался опыта и оттачивал свое мастерство в сложных сценах. Настоящий молодежный прорыв случился в том же 2010 году в сериале «Маленькие секреты». Бурак сыграл Четина Атишоглу, циничного и харизматичного наследника, который учился в престижном колледже. Эта роль, являющаяся адаптацией американской сплетницы, сделала его кумиром молодежи и символом стиля, доказав, что он готов к большим глобальным проектам. Четин был темным, сложным персонажем, и Бурак впервые показал, что его актерский диапазон шире, чем просто красавчик. Мировая слава пришла с сериалом «Великолепный век» в 2011 году. Бурак Озчивит сыграл Малкачоглу Бали Бея, храброго, османского военачальника и хранителя покоев султана. Изначально его роль была эпизодической и должна была закончиться в первом сезоне. Однако зрители, особенно женщины, настолько полюбили благородного и красивого Бали Бея, что продюсеры приняли беспрецедентное решение продлить его сюжетную линию, вернув персонажа в сериал в последующих сезонах. Специально для этой роли Бурак отрастил свои знаменитые усы, которые стали его визитной карточкой и символом брутальности на многие годы. Вокруг успеха Бали Бея тут же возникли сплетни о ревности со стороны основного актерского состава. Ходили слухи, что слава Бурака, особенно среди международной публики, вызывала напряжение на площадке, хотя сам он всегда подчеркивал уважение к коллегам. Тем не менее, именно этот сериал сделал Бурака мегазвездой в арабском мире и Восточной Европе, где его узнаваемость стала фантастической.
Бурак подошел к роли с немецкой дисциплиной. Он долго изучал историю Османской империи, тренировался во владении старинным оружием и много времени проводил за изучением манер и этикета того времени. Эта работа над образом позволила ему создать идеального воина, который сочетал в себе честь, верность и непобедимую харизму. – 2013 год стал судьбоносным не только для карьеры, но и для личной жизни. На съемках сериала «Королек. Птичка певчая» Бурак сыграл доктора Кемрана. Эту красивую историю любви, ставшую классикой турецкой литературы, он разделил с актрисой Фахрие Эвджен. Их экранный роман стремительно перерос в реальный брак. Слухи о том, что между ними пробежала искра, возникли с первых же серий, когда зрители заметили невероятную химию. Поначалу пара старалась скрывать отношения, но их совместные появления на публике подтвердили все. В 2015 году Бурак не просто сыграл, но и выступил продюсером фильма «Любовь похожа на тебя». В этом романтическом фильме он сыграл рыбака Али, а на главную роль пригласил, конечно же, Фахрие Эвджен. Это был очень умный карьерный ход, совместный проект, созданный с большой любовью, гарантировал успех и еще больше усилил их медийный образ идеальной пары. Ходили слухи, что в начале отношений Бурак был чрезвычайно ревнив и даже вмешивался в выбор нарядов Фахрие на публичных мероприятиях. Однако со временем пара научилась балансировать публичность и приватность. Сегодня Бурак и Фахрие – одна из самых крепких и красивых пар Турции. Они воспитывают двоих сыновей – Карана и Керема, и живут в полной гармонии, что крайне редко встречается в актерской среде, где разводы – обычное дело. Они демонстрируют не только любовь, но и успешное семейное продюсирование своего образа. В 2015 году наступил мировой триумф сериала «Черная любовь». Бурак сыграл инженера Кемаля Сойдери, борющегося за любовь и справедливость, и эта роль стала пиком его драматического мастерства. Сериал получил международную премию «Эмми» как лучшая теленовела. Это была первая подобная победа для турецкого телевидения, закрепившая за Бураком статус мировой драматической звезды. Однако успех сериала был омрачен самым громким скандалом в его карьере – слухами о конфликте с партнершей по площадке Неслихан – Атагюль. Пресса активно приписывала Бураку роман с Неслихан, а также писала о напряжении между Бураком и мужем Неслихан, актером Кадиром Догулу. Ходили упорные слухи о холодной войне на съемочной площадке, игнорировании и отказе Бурака и Неслихан даже просто разговаривать вне сцен. Кульминацией стало то, что на свадьбе Бурака и Фахрие Неслихан и Кадир не появились, что было расценено как публичный бойкот. Бурак и Фахрие всегда решительно опровергали все слухи, настаивая на исключительно профессиональных отношениях и называя все сплетни выдумкой прессы, которая пыталась поднять рейтинги за счет их личной жизни. Этот период показал, как Бурак научился сохранять абсолютный профессионализм под колоссальным давлением. В 2016 году Бурак снялся в комедийной драме «Мой брат», где сыграл Хакана. В 2017 году вышел сиквел «Мой брат 2». В этих фильмах актер показал талант к комедийным и музыкальным сценам, работая в успешном дуэте с популярным певцом Муратом Бозом. Эти проекты дали ему возможность отдохнуть от драмы и закрепили его позиции в турецком кинопродюсировании. В 2018 году актер вернулся к серьезным ролям в военном боевике «Жизнь отдам», где сыграл капитана Альпарслана. Для этой роли он прошел интенсивную военную подготовку, включая обучение обращению с оружием и тактике. Фильм стал трибьютом турецкой армии и показал, насколько серьезно Бурак подходит к физической подготовке для ролей. С
2019 года и по сегодняшний день Бурак Озчивит занят в самом масштабном историческом проекте – сериале «Основание Османа», где он играет Османа I, основателя Османской империи. Съемки проходят на огромной специально построенной площадке в Риве, которая имитирует целые средневековые города. Бюджет сериала беспрецедентен, а сам Бурак проходит интенсивную подготовку, которая включает в себя профессиональную верховую езду, фехтование и владение мечом. Будучи также продюсером проекта, он лично контролирует детали съемок, историческую достоверность и тренируется с каскадерами для поддержания образа воина. Сериал является мировым хитом, продолжая традиции своего предшественника и демонстрируя колоссальную преданность актера своему делу. Ходят слухи, что гонорары Бурака за этот проект являются одними из самых высоких в истории турецкого телевидения, что отражает его статус и объем работы. Наконец, в 2024 году Бурак впервые принял участие в российских проектах, что вызвало огромный ажиотаж среди его поклонников в СНГ. Он сыграл камео в новогоднем фильме «Елки-11». Участие в «Елках» стало первым случаем, когда Бурак снялся в крупном российском кинопроекте, показав свою готовность работать с международными рынками. Он также исполнил главную роль в российском сериале «Я к тебе надолго», где он играет известного турецкого актера, приезжающего в Москву. Этот проект имеет необычный формат коротких серий и направлен на сближение турецкой и российской аудитории. Бурак является владельцем сети ресторанов «Бали Бей», названных в честь своего знаменитого персонажа, в Стамбуле, а также активно инвестирует в недвижимость. Слухи утверждают, что семья Озчивит владеет несколькими виллами, включая роскошный особняк в районе Аджибадем в Стамбуле. Он и Фахрие также являются лицами многочисленных рекламных кампаний, получая огромные гонорары за совместные контракты. Главный фокус его жизни сейчас – это его семья. Рождение сыновей Карана и Керема стало событием, которое он и Фахри активно, но дозированно освещают в социальных сетях. Они часто делятся семейными фотографиями, демонстрируя редкую для турецкого шоу-бизнеса гармонию и стабильность. Бурак неоднократно заявлял, что Фахрие является его главной поддержкой и опорой, особенно во время изнурительных съемок «Османа». Это опровергает все слухи о его неверности и делает их пару образцом для подражания. Итак, мы увидели весь путь Бурака Озчивита. Почти 20 проектов, мировая слава и даже семейное счастье, найденное на съемочной площадке. Его история – это история о том, как упорство, дисциплина и правильный выбор ролей могут превратить модель в глобальную драматическую звезду и успешного продюсера. Какая роль для вас самая любимая? Делитесь в комментариях.